Ветра зимы безжалостно терзали карельские леса, принуждая всех к утешению в объятиях своего темного зимнего царства. Природа, словно злая колдунья, заплела все вокруг в белые тугие одеяла, и каждое дыхание снежным воздухом обжигало легкие. Однажды, под стайкой берез, на краю заброшенной поляны выжидали две маленькие девочки, Лида и Саша. Их свитера, потерявшие былую яркость, плохо защищали от пронизывающего холода, а легкие юбки, на которых ранее виляли на летнем солнце, теперь исчезли в белоснежном покрове. Их подбородки дрожали, а губы трескались от тех морозов, которые безжалостны к беззащитным существам, заставляя слезы замерзать на щеках, будто они были сделаны из льда. Лида, старшая из них, прикрыла Сашу своим телом, стараясь сделать все возможное, чтобы хоть как-то согреть ее. «Ты веришь, что мама вернется?» — спросила она. Ее голос, словно эхо, затерялось в тишине леса, пропадая в метели. Саша, обняв деревянного зайца с одним глазом, тихонько всхлипнула, не в силах скрыть своего страха. Это был их друг, их защитник из далеких счастливых воспоминаний. Лидия улыбнулась, на мгновение забыв об ужасах времени, когда София вернулась домой с вечерним освещением. Но недолго продолжалась эта колеблющаяся искорка надежды, когда вдруг, словно ответ на их молчаливые молитвы, из белого тумана вышел волк. Его движения были осторожными, а глаза пронзительными. Он остановился напротив девочек, с недоумением изучая их с глазами, полными сочувствия. Лида и Саша замерли от ужаса и надежды. У детей только остается вера, и это было время, когда, обнимая друг друга, они почувствовали себя чуть более в безопасности. Волк, казалось, был непростым животным. Он подошел ближе, как будто искал дружбы и тепла, и в этот миг пробуждение инстинкта охранника меняло все. За несколько метров от них среди зловещего молчания леса склизкая фигура появилась из-за деревьев. Это был Петр Антонов, старый лесник, который по пути к своему дому заблудился в метели. Его знаковые 68 лет создавали образ уставшего человека, чьи суставы ныл и отказывался слушаться. Он даже не считал, сколько раз уже шагал по этим лесам, но потерялся в белом вихре. Поэтому, когда он заметил волка, который стоял неподвижно, а перед ним были две маленькие девочки, его сердце рванулось в груди. Она воскликнула: «Зачем вы одни на холоде?» Но он, добросердечный, расправил плечи и скинул с себя ненужные сомнения. Старик обнял девочек своей теплой телогрейкой, каждое мгновение прикасаясь к их замерзшим телам. Они взглянули на него с надеждой, сомнением и привязанностью. В этот момент, когда жизнь пересеклась с надеждой, двери их душ открылись навстречу этому добродушному человеку. Петр узнал эту девушку из ниоткуда. Она напоминала его потерянную, очень давно ушедшую Алину. Сердце его наполнилось теплом, как давно потерянные воспоминания стали счастьем. Он слышал повсюду ее смех, и это напомнило ему, что доброта все еще может существовать в этом мире. Потащив девочек к теплу своей избушки, он зажег камин, надеясь, что его дружеское тепло сможет растопить ледяные оковы страха. Похоже, что водоворот зимицы, воюющего за окном, уступил внутреннему уюту. Он расстелил почти все вещи, оставшиеся от Алины, и укутал девочек, как если бы хотел повернуть время назад. Рурик, волк, верный защитник, стал их попечителем, охраняя от излишних смертельных видов, злых взглядов леса. Петр прошелся по своей кухне. Он помнил, как Алиса, его дочь, любила готовить. Суп из перловки с тушенкой, вареный картофель с репчатым луком и хлеб — напоминание о том, что он был отцом.
Он пытался связаться по спутниковой рации, но холод упрямо прерывал его усилия, носил по ветру его крики от спасения. Полгода, где его голос был ничем иным, как пустой шепот, остались лишь разрозненные, отдаленные слова. У него не было сил делать что-либо, и каждая испорченная попытка взорвала желание. Одно за другим невидимые покрывала ложились на его душу. «День первый», — записал он в старый блокнот, сжимая ручку, как якорь сна. «Спасены 2 девочки. Их имена неизвестны. Переохлаждение. Вокруг только молчание». Тепло, что он попытался передать, аккуратно растопило ледяные оковы. Дети начали расслабляться. Лида постепенно научилась говорить, и в ее глазах отразились надежда и перспектива к жизни. Саша лишь крепче прижималась к своему деревянному зайцу, который как будто пробудил в ней объятия детства. Пробуждения стали бегством. Волк, ставшим не просто животным, но чем-то большим, следил за девочками, их счастливыми моментами, как будто готов был пронзить любого, кто посмел бы приблизиться к ним и испытывать плохие чувства. На второй день Петр заметил, что обстановка улучшилась. Лида и Саша стали общительными и начали выздоравливать. Они рассказывали о своих исканиях, о своих страхах и бедах, и Петр почувствовал, как его сердце вновь открывает двери, наполняясь теплом и радостью. Девочки делали небольшие шаги, а он бережно хранил их на пути к возвращению жизни. «Мы некоторое время будем вместе», — обнадежил он их. Но в это время подул холодный ветер, и Петр ощутил, как что-то зловещее наслоилось в воздухе. Ночью от звучания ветра он проснулся от тревожного чувства. Он понимал, что не может дремать. Девочки спали, закутанные в одеяло, когда он услышал треск за дверью. «Это предупредительный знак», — сказал он, схватив винтовку. Он подмял ее под себя, готовясь к напасти. Полночь заставила сердце Петра замирать, а огонь в камине горел лишь наполовину. Не хватало света, чтобы сопоставить надвигающуюся тьму. Волк тоже насторожился. Он стал между девочками и дверью, выступая как живое тело, охраняя. На фоне темных предметов его проницательные глаза искрили, и он, казалось, знал, как находиться на страже. С утра снова раздались шаги, и когда дверь открылась, Петр увидел человека, который выглядел снова злом, давя на его уверенность. Это была Ирина, мать девочек. Он вспомнил, как ранее в их жизни она оставила их. Темная весна оставила запах пустоты, идущий из ее слышимости. Петр стиснул зубы, не желая реагировать на ее слова. Они звучали жестоко, как в старом фильме о потерянных надеждах. «Я заберу их немедленно!» — закричала она. Петр знал, что право говорить было противозаконным. «Нет», — сжимая ручку винтовки, он посмотрел ей в глаза, полные взрывного гнева, и продолжил. «Они отдыхают. У них все будет хорошо. Мы все сделаем, чтобы помочь им». Ирина, искренне злая, встала и смяла лица детей, когда они испугались. Лида, вздрогнув, схватилась за зайца, бросив в глаза добычи матери. Она шептала, помогая создать между этим миром 2 противоположные судьбы. В этот момент старый лесник подумал о том, что он не может позволить, чтобы зло вновь пришло в их жизни. Он знал, что эти девочки заслуживают шанса на что-то лучшее, на новую жизнь, полную радости. После многого, что смог он сделать, старик оказался обязан созывать целях вокруг, пробуждение, приносящее свет. Петр разжег связи с прошлыми жизнями среди многих качеств. На 3-й день к ним пришла полиция, когда настал час. Лейтенант Макаров был высок и крепок, с четкой новостью, когда волк вновь был предоставлен дорогу на дальнейшее спасение жизни. «Ваша мать», — заметил Петр с беспокойством. «Я не могу позволить ей забрать вас». Макаров, явившись в этот летний день, быстро раздал указания, обустраивая порядок среди всех, кто пока стоял на пути. Что произошло дальше, стало одним из наиболее запоминающихся в жизни Петра.
Пошли долгие часы, но вскоре каждая перегородка имелась в безопасных условиях. И когда пришло время подвести итог, Петр пережил окончательную прошедшую боль за сына его жизни. Саша и Лида получились точно такие, как и раньше, однако то, что они уже пережили, изменило их. Теперь они знали, что сражаться за эту жизнь им придется всей силой. Петр впоследствии ограничил расположение Рурика к дому, но даже он понимал, что никакие стены не смогут защитить их. И вот закончился тот день, когда Петр оба принял решение о том, что они должны делать. Жизнь с фокусом на духе продолжала проходить в них среди нового семейства. А Петр снова рассказывал о своих записях, о том, как они опять оказывались в 8-дневной зиме, когда-то за пределами. С каждым днем они вновь начинали обретать отношения и разбирать собрания между собой в дружеском общении. Однако после нескольких дней в изоляции Саша, почувствовавшая удачу, вернулась домой к своей матери. Как она натанцевала, когда увидела одну из улыбок. В этот момент его улыбка словно покорила время, когда с сарказмом раздается старое благословение. Макаров явно стал дорогим другом для них, заменяя все преследования и подавая простые решения. «Я вас не оставлю», — произнес он, обнимая уверенные объятия и наполняя Лиду с Сашей, как старый друг. Как только вечер завершился, Петр вернулся, связывая все их жизни вместе. На его глазах они снова обмениваются мнениями о счастье. Лида на мгновение почувствовала вдали, когда, как волна зеленой стихии, вошла в ее путь и разрешила ей вновь заглянуть в свет. Каждая неделя приносила новые возможности, и с Пётом, несомненно, повседневная печаль уходила в тень. Вучка, волк, научивший их быть сильными, оставался препятствием. Вместо того, чтобы оставить мрачные знамения своего прошлого, снова и снова они устанавливали новое будущее. С каждым мгновением, когда проходило время, теплая обнимка становилась симфонией звуков, наполняя легкие навсегда новым смыслом. В то утро счастье выглядело так, будто над их головами стоял солнечный диск. И, конечно, это была необычная ясность. Это было возвращение домой. Спасение стало новым, и различие между старым стало новым знаком чего-то светлого, чего-то, что должно занять время. Лидии и Саше снова угрожала многократная усердная жизнь. Они были свободны, и новым преданным найдением был Рурик, подтверждающий их безопасность. К концу каждой недели Петр записывал свои успехи, как будто надежная история новой жизни из объединенных судеб создавалась по пурпурным облакам. Символы стали ли символами, символами были знакомы. Петр знал, что это будет заметка в их будущих историях. Порядок был предоставлен, и с добрыми намерениями воссоединения их усыпали подошвами. На самом деле это была та бумага, на которой вся эта встреча начиналась. Все еще сидя у стола, к закрытию мгновения позабудут эти лица, которые он мог увидеть. С жадным вдохом Петр завершал свое сердечное, наконец-то четкое название своих историй. Он, как никогда отключенный, снова отправил обратно среди огней нежности и любви. Их каждодневные действия были наполнены надеждой, как они на расстоянии верили, что в будущем они поменяются, и жизнь не покинет их навсегда. Заключение жизни вновь осуществляло свою симфонию, и завеса на вечных лесах трезвонила тот момент, когда старый лесник вновь просыпался к жизни. Он продолжал улыбаться, оживлялся, и Рурик оказался лишь тем щитом, который оберегает его жизни. Так с этим последствием каждый наступивший день обретал свободу, когда начало казалось долгим, и каждое мгновение как новые подарки в их жизни.
Лида и Саша вновь в полях безбрежной версии одновременно смеялись, мечтая об их следующих поездках, расписывая свои знаки. Путь к будущему становился более радостным, предреченный, где доброта стала светом, и именно этого они все хотели на своей внутренней картине снега, обеспечивая путь к будущему и придавая легкость к жизни, уже исполнив свои мечты.